Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Украина остается без электричества из Европы. В странах ЕС, где Украина закупает электроэнергию, ее цена взлетела до небес. Котировки приблизились к 900 евро за мегаватт-час в пиковые часы. Борис Леонидович, а почему такие цены, почему они так в пике поднимаются, и за какие деньги в принципе Украина может себе позволить закупать эту электроэнергию? Такое явление, как черный штиль, в Европе уже неоднократно бывало. Сейчас ноябрь, солнце светит не так много, как летом, поэтому выработка на солнечных электростанциях, особенно если пасмурные дни, может меняться кратно, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. И при понижении температуры стихает ветер. Вот, собственно говоря, именно это и произошло. В тех странах, с которыми Украина граничит, на Западе, и с теми странами, куда уходят линии электропередач со времен существования Объединенной энергосистемы МИР. После того, как Украине удалось синхронизировать свою объединенную энергосистему с центральноевропейской УЦТЕ, куда входят все перечисленные, еще не перечисленные страны, сейчас назову, давайте с севера на юг, Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, не Чехия, Словакия, простите, по старой привычке пытаюсь все еще называть Чехословакией. Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Молдавия, соответственно. Ну, Молдавию можно считать просто транзитной страной, потому что линии электропередач, идущие в Румынию, идут через эту страну. Там возникает такой треугольник. Есть прямое соединение Украины с Румынией и второе соединение через Молдавию, тоже с Румынией. Там, если изучать сайт НСОЭ, который отражает все перетоки в режиме реального времени, практически там с опозданием на сутки, можно наблюдать каждый час, что куда движется. Наиболее большой объем обмена электроэнергии с Венгрией туда было построено в советские времена, во времена существования Совета экономической взаимопомощи, Объединенной энергосистемы МИР, 4 высоковольтных линии. Все они целы, поэтому наиболее высокие объемы. Черный штиль состоялся прежде всего над Германией, где выработка ветровой электроэнергии снизилась в 7 раз. Ну, действие Германии. У нее дефицит электроэнергии, соответственно, все, что можно закупить у соседей, какие излишки только есть, она и закупила. Плюс разогнала на полную мощность все свои газовые электростанции, поскольку штиль продолжался, успела вывести на полную мощность еще и угольную. Напомню, что из холодного состояния вывод на 100% мощности угольной электростанции, разжечь топки, довести температуру пара и так далее, порядка 12 часов. Газовая электростанция, парогазовая, это порядка 6 часов, и газотурбинная, там счет идет на 1-2 часа максимум. В любом случае, все это пришлось выводить на 100%. Соответственно, расход что угля, что газа на то, чтобы с нуля выходить на 100% мощности, велик. Соответственно, цена генерации тоже выскакивает. Вот она и выскочила. Пиковое значение действительно под 900 евро за мегаватт-час, или в пересчете на что-нибудь более привычное 90 евроцентов за киловатт-час электроэнергии. Причем это цена оптовая. По каким ценам это доходит до конечных потребителей, но в каждой стране по-разному, система налогообложения по-разному выглядит, расходы на транспортировку электроэнергии тоже разные. Соответственно, Украина, у которой вот до момента этого черного штиля баланс более-менее сохранялся, удалось полностью восстановить Буштырскую ГРЭС, самая крупная газовая электростанция Европы, работает на 100% мощности. Последние прилеты вот непонятных каких-то ракет, неизвестно откуда летящих, это была весна этого года, полгода вполне хватило на то, чтобы все полностью восстановить. Получалось, что генерации Украине не хватало на пиковые часы потребления, утренний пик, грубо говоря, там, с 7 утра до 10, и вечерний пик, это когда рабочий день закончился, все пришли домой и что-то включили в районе 18-19 часов по местному времени.
Не хватает. Был вывешен официально на сайте ДТЭК, частная энергетическая компания, график временных отключений. Это пока неверно, это не во всех регионах. Досталось Львовской области, Закарпатью. Но, тем не менее, пришлось к этому прибегать, потому что закупать, получается, в пиковое время 900 евро за мегаватт-час, возможность поставлять в обратном направлении ночью. Напомню, что в течение лета закончились все ремонтные работы на всех атомных энергоблоках. Они работают на стабильной нагрузке, соответственно, ночью появляется излишки электроэнергии. Вот киловатт-часами пытались рассчитаться. Сейчас не получается. Даже если киловатт-часы в обе стороны совпадают по количеству, они не совпадают по цене. УЦТЕ достаточно сильно отличается ночной тариф от дневного. Соответственно, если покупать часы пик, а потом продавать дешевую ночную электроэнергию, не сходится. Друзья, в РФ разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы-смартфоны выпускает тюменский бренд Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура. Можно разговаривать прямо с них, набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня, но Тюмень часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Часы CG Watch Sport – это 37 режимов тренировок, учитывают возраст и пол, дают индивидуальные рекомендации. Дисплей с портов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. Модель CG Watch Round, первая в России, смарт-часы с супермощным аккумулятором, пашут 10 дней без зарядки. Экран часов CG Watch Classic с крутым разрешением, сделан на одном из топ-заводов, виден при ярком солнце и под острым углом. Сканируй QR-код или переходи в описание, там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод GEO2410 на скидку до 500 рублей. Поэтому до той поры, пока в Европе не восстановится сила ветра, пока не включится на полную мощность ветроэлектростанции, Украина вынуждена будет заниматься либо временным отключением, либо, если ситуация обострится, веерными отключениями. Сколько это продлится, ну, мы говорим о развитых странах, в которых все зависит от того, какая погода сегодня. Идет снег, дует ветер, есть тучи на небе, нет туч на небе. Предсказывать за тамошний гидрометцентр я не берусь. Но еще раз напомню, что восстановить удалось многое. В последнее время серьезных повреждений энергосистемы Украины, кроме тех линий, тех районов, где мы друг с другом соседствуем, мы не видим. Соответственно, центральная часть, подконтрольная Киеву, западная часть Украины, там с линиями электропередач все в порядке. Подстанции, если верить спутниковым снимкам, тоже в нормальном состоянии. Понятно, что это большей частью так называемый каннибализм. Если какие-то территории уходят из-под контроля Киева, то уходят они вместе с электрооборудованием. Стараются развинтить, разобрать по понятным причинам. Ремонтная база нужна. Вот то, что вышло из строя, надо на что-то менять. Но надо отдать должное энергетикам Украины. Работают, я так понимаю, в 3 смены, как обычно, пятилетку за 4 года, в 3 смены на 2 станках за одну зарплату, но тем не менее справляются. В том случае, если какие-то приключения будут, ну, как вы, наверное, все понимаете, Россия здесь ни при чем. Весь мир знает, что у России все ракеты кончились еще где-то в мае 2022 года. Поэтому что сейчас прилетает по Украине, кто их, вот так, очень сложно сказать. У нас там станции наблюдения нет, наверное, какие-то иностранцы.
Вот если иностранцы продолжат свою работу в таком же режиме, как мы видели весной, ну тогда, конечно, ситуация может обостриться. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его и нас вместе с ним заблокируют окончательно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали во всех соцсетях без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Ну, а для тех, кто действительно хочет понимать, что происходит в объединенной энергосистеме Украины, советую следить за сводками из Винницкой области. Там находится очень крупная подстанция, которая связывает в единое целое центральную часть Украины и западную. Атомная электростанция Украины – это западная территория. Вот в том случае, если в Винницкой области произойдет какое-то серьезное приключение, центральная часть останется без электроэнергии. То есть объединенная энергосистема Украины распадется на несколько частей. Если новостей из Винницкой области нет, значит, ничего сложного, ничего трагического не происходит. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.